сейчас прямо с этого торгового центра пойдем с вами на остановку. Так что готовьте 22 рубля за проезд. Сейчас поедем в цивилизацию. Отсюда мы поедем в центр. Почему Крастец? Ну вот, потому что тут неподалеку мы видим вот такие замечательные экологически чистые трубы. Красные единицы. Так, заходим. Уже все, завод. Вот над дорогой идет. На той стороне правый берег Енисея. И расположена половина Красноярска на том берегу. А мы идем с вами дальше смотреть снежный городок. Это вот первые ледяные фигурки нас встречают. Фотографируется ледяная игла. Вот. Сколько радости людям доставляет. Давайте попробуем зайти, посмотреть, что там у нас ждет интересного. Ну а тут на самом деле нас ничего не ждет. Тут просто какой-то торговый павильон. И он, знаете, пока еще совершенно пустой. Эхо такое тут хорошее. Вот иглу, дымоход даже есть, костры можно разводить будет. Машины тут такие вот интересные, кофемашины. Ну они и летом тут есть. Зимой, конечно, от них тоже никуда. Это вот фонтан, символизирующий Енисей. А вокруг фонтана статуи, которые символизируют ту или иную реку, впадающую в Енисей. Вот, допустим, эта река Бирюса у нас. И вот так подписано каждая статуя.
Она подписана. Давайте-ка посмотрим, как скатываются дети оттуда. Вот. Вот так. И аккуратнее. Скорость хорошая на горке. Вот прям комплекс каких-то просто фигур. Тут целая крепость. И вот горка есть совсем маленькая для детей. Вон дитё пытается залезть. А давайте. Внучке бы моей понравилось. Все тут есть. Это у нас третья горка. Это горка маленькая, это такая трусливая. Вот мы были в этой крепости ледяной. Вот вообще младенцы скатываются. Идем дальше, елку смотрим. Большая елка. Я вас спросила. Каток большой залили, но он тоже пока не работает. Залили. Каток большой. И вот, видимо, какой-то пункт проката. Горка очень длинная. И, видимо, скорость большая набирается, что многие люди доезжают. Вот тут катятся по этой ложбинке и доезжают вон аж до туда. Там она потом поднимается вверх, ну, чтобы не улететь, не сесть. Это зачем? Многие люди вот докатываются. Вот, пожалуйста. Вон аж докуда докатились. Тут вот сбоку есть еще детский городок такой с каруселями, с какими-то, с разнообразными, с качелями, там паровоз какой-то для совсем маленьких. Библиотека краевая. И вот делают дальше 360 градусов оборот, возвращаясь к воротам центрального городского парка города Красноярска. И мы идем гулять по парку, смотреть, как красноярцы подготовились к зиме, к Новому году, к праздникам. Вот мы приближаемся к катку. Каток перед нами. Олени северные. Каток тут каждый год заливается. И в прошлом году он был. Вот сейчас остановлюсь, мы посмотрим. Схема парка. Схематично показано. Вот каток, детские зимние аттракционы, детские горки. В общем, есть где поразвлечься и самому, и с детем. Вот, но я не знаю, как я там дальше пойду, потому что, смотрите, заливали каток, а он пролился аж на тротуар. Вот люди там катаются. В общем, залили не только между елок, залили пешеходные дорожки. Дорожка пешеходная уходит туда. То есть не просто каток, а это ледяные аллеи получились с ответвлениями в разные стороны. Очень неудобно идти. Я сейчас иду в ботинках по льду. И я пойду, ребята, сейчас... Оп, чуть не упал. Тряхануло немножко. Я вот между лавочками иду. Видите, тропу набили. А вот это аллея. Летом тут асфальт. Сейчас посмотрим, куда она идет. Упирается в оленя. И вот, представляете, все соседние дорожки залиты. То есть можно на коньках просто встал и поехал по парку между лавочками. Заходил, сел, посидел на лавочке, что, наверное, люди делают. Вот, да, вон там между елок каток. Я вот говорил, что помню, вроде бы он был между елок. Он и сейчас между елок.
Вот смотрите, выезжает тоже вроде бы, да, аллея парка, а люди спокойненько на коньках выезжают на эту аллею, едут туда на каток. То есть просто рай какой-то для любителей коньков. Но я бы не сказал, что это рай для меня, потому что мне все-таки сейчас как-то надо будет... Вот, посмотрите. Вот куда он уходит. А мне надо выходить сейчас туда как-то. Выходить к Енисею. Тоже как-то буду обходить. Не знаю пока как, наверное, я там никак не обойду. Вот так вот иду по катку, иду без коньков. Вот какая. Вот упирается аллея. Не аллея, а вид упирается в администрацию. И вот все просто залито гигантским катком. И я по этому катку иду, рискуя тут попереломать себе все ноги, потихонечку иду, шоркаю. Так, ну все, я перешел. Смотрите, вот где надо было мне изначально идти. Тут есть тротуар. Как корова на льду. Смешно так ходит. Не улетают они на зиму, им не нужно теплые края, им нужен водоем. Если водоем не замерзает, то и утки никуда не улетят. Дети кормят их хлебом. Веселятся. Девочка сама съела. Вот дерутся. Что-то не поделили. А отвоевала кусок хлеба. Тоже вот у уток такая жизнь, что за каждый кусок хлеба надо бороться. Вот бедные, как они по льду тут ходят-то. Неудобно им ходить по льду совсем. Девочка сама съела. Смотри, она ест. Вот побежала с куском хлеба. Быстро раз. Главное вовремя идти. Подскальзывается. Вот сколько желающих. Самцы никакую галантность не проявляют. Ну, не на ходу ест. И самец у него пытается селезень отобрать. Ой, ест. Идет, скользит по льду и ест. Пропихивает себя. По-моему, съела. Ага, все. Сейчас будет возвращаться. Водой запила. Побежала снова за подачкой. Вот бежит. Тоже с кусочком хлеба. Он не лезет, большой фермер. Она пытается пропихнуть себя. Вот, догадалась водой помочить. Все, вроде тоже пропихнула. Побежала за новым куском.
где-то подобрала крошки еще. Или снег она там снегом заедает. Тоже пытается протолкнуть себя. О, все, проглотил. Побежал за новым куском. Уже одна с куском хлеба, а те у нее забирают. Все-таки она никому не отдала его. Вот только что я был там. Мы смотрели, как кормят уток. Вот течет Енисей. Это горки, оставшиеся с лета. Набережная Енисея. И вот снова очередной каток. Теперь уже на набережной. Тоже, наверное, коньки на прокат есть. Время как летит. 2018 год. Утки пошли над водой. Ах, как красиво летят. Дорога идет в город. А вот дорога идет с того берега, с правого, с коммунального моста. Ну а нам надо вот туда, вот на ту театральную площадь. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We ran into a drifted bank, and there we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
очередь на горочку-то пользуется как спросом. А что? Мама, видишь, как я на боку ехал? Ты на попу ходи, быстрее поедешь. Там даже подсвечивается внизу. Вот горка маленькая для самых маленьких, чтобы скатиться. Вот светящаяся тоже над елкой. Вон какая елка высокая. Ну и пойдем через каток. Вот еще одна горка. Тут много. Вот посмотрим на эту горку спереди. Я бы не сказал после увиденного в парке, что это самый большой каток открытый в Красноярске. Хоть он и центральный. Наверное, все-таки в парке все же каток побольше, суммарно площадь, если все дорожки, аллеи посчитать. Все, что там залито, все эти лабиринты. Но тем не менее, кататься хорошо, сейчас погода теплая, минус 1 градус. Вот, собственно, и все.